День первый. Забросились мы на Караби. Не очень удачно, заблудились. Прокатали по каким-то каменюкам, по каким-то запутанным тропинкам. Выехать было невозможно. Ну вот приехали сейчас в район горы Иртыш, где где-то 2 километра примерно до пещеры Большой Бузулук. Также примерно до пещеры Водопойная. Завтра будем искать. Может быть, найдем вот эти выложенные древние камнями узоры бабочки. Но это все будет завтра. Сейчас вот надвигается, по-моему, гроза. Обойдет нас, не обойдет. Но надо, тем не менее, бежать, ставить палатку. Отошли где-то на километр от стоянки, чтобы посмотреть, что да как. А тут вот уже натягивает облака. Караби — это, конечно, достаточно серьезное место. Тут так особо расслабляться нельзя. Сейчас раз, и через 10 минут будет туман. Будет непонятно, куда идти. GPS тоже не работает. Как у нас всегда уже GPS — это роскошь. Встречается только в некоторых труднодоступных местах. И то редко. Вот такая буйство. Солнце, тучи, туман. Буйство природы, погоды. Наконец-то приобрел себе крепление на голову для GoPro. На голову. И тут же понял, что эта вещь, в общем-то, наверное, не очень удобная, потому что я не вижу, что я снимаю. Да, что-то на голове там, конечно, оно сидит прочно, вроде как не собирается падать, но вот что у меня в кадре, я вот как бы не сильно понимаю. Попробуем. Может быть, все-таки это полезная вещь. И наступил день второй. Вчера забросились в течение дня. Заброска неудачно прошла. Заблудились, заехали на какое-то каменное поле. Чуть машину не угробили. Приехали уже на место под вечер. И то 1,5 километра не доехали до куда надо. Вечером пошел дождь. Завалились в палатку. Заночевали. Ночью вокруг бродили косули, переговаривались между собой, они разговаривают, у них что-то типа между свиным хрюканьем и собачьим лаем. Вот это вот ходили вокруг, хрюкали, лаяли. Если не знаешь, что это косули, так можно испугаться. Потом ушли косули, пришли лошади. Эти топали ногами, хрустели и чавкали травой вокруг палатки, ржали всю ночь. Они вели себя некультурно. Не давали поспать нормально. Сейчас мы встали, пойдем на разведку. GPS не работает, пойдем искать пещеру Большой Бузулук, пока без снаряжения. Посмотрим сейчас, насколько быстро мы найдем. Забрались на очередную вершинку безымянную. Решили немножко отдышаться. Можно потрындеть, тут покомментировать, пока идти не получается. Караби называют каменным морем. Ну, действительно, когда по нему так идешь, понятно название. Оно кажется совершенно безбрежным. Хотя не такие, конечно, просторы, как в Кавказских горах. Но в Крыму это самая большая яйла. Это идешь, повсюду горы, вороночки, перепады, скальники. Действительно кажется, что идешь по каменному морю, плывешь. Вот мы вроде бы увидели уже Бузулук издалека. Вот сейчас он точно по центру кадра. Видно такой скальник. Вот, скорее всего, это Бузулук. До него сейчас по прямой около 2 километров. Сейчас подойдем, я думаю, через полчасика.
Это оказался небольшой бузулук. Это что-то другое. Повторяется история с ткачом. Сейчас мы этих бузлуков насобираем, блин, 5 штук пока найдем то, что надо. Тоже огромная карстовая воронка. Что там внизу? Наверняка тоже какая-то пещера есть. Мы только что не полезем. Красиво, но не бузлук. Вышли каким-то двум туром. Думали, тут что-то есть, но именно тут ничего нету. Это, похоже, какая-то просто наиболее заметная точка в этом районе. Посмотрели по карте. Идти вот нам надо туда. Еще где-то около 2 километров. 1,5-2 километра. Куда именно, еще не ясно тоже. Будем сейчас пробовать. 2 часа уже мы плаваем по каменному морю Караби. Никак не можем выйти на бузлук. Вообще я чувствую себя совершенно затерянным. Да идти непонятно, повсюду горки не одинаковые. Приметных ориентиров раз-два я обчелся. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но мы все еще бодры и не теряем надежды. Особенно Наташечка. Да. Она рвется, просто совершенно ей не терпится попасть в большой бузулук. Ну, нашли такие. Вот так выглядит внушительно эта вороночка. Тут дороги, собственно, когда люди подъезжают, то ли от метеостанции, а мы поехали по не очень удачному маршруту, видимо. Так. Наша сегодня задача смотреться, понять, где что. О, тут трос зацеплен даже уже. Нужно ли брать с собой завтра снаряжение, не нужно. Да, выглядит впечатляюще. Залезли, докуда позволял трос. Тут натянут трос. Вот вбито 2 крепления. Я думаю, на них завтра можно будет как раз веревки зацепить. И вот Наташечка наслаждается видом на большой бузулук. А вообще вот он вот так выглядит. То есть вот здесь вот эта вот стена где-то метров, наверное, 7. Ну, по веревке по ней спуститься вообще никак невозможно. Здесь люди говорят, что они как-то спускаются вот этими жердинами. Опираются на них и как-то вылазят без веревок. Ну, я без веревок точно не рискну. Завтра мы придем с веревками, если все будет хорошо. А дальше, в принципе, уже проблем нет. Просто идет наклонная галерея, и там уже можно просто ходить ногами без всяких веревок. Единственный сложный момент — это вот эта вот стеночка. Вот эта. Она выглядит. Да, метров 7. 2 веревки на страховочном спусковом спуститься. А обратно, здесь положительный угол наклона, обратно на жумаре вылезти, я думаю, будет достаточно просто. Ну, конечно, впечатляет. Она выглядит прям так, пещера очень мрачная, угрожающая. Вот уже если видно, вдаль смотреть, видны белые натеки на стенах, это уже лед. Да, меня пещера, конечно, впечатлила.
Не попали мы сегодня на водопойную, не нашли мы ее. Каменные бабочки тоже не нашли. Но прям чувствовалось, что ходим вот где-то вот тут, но так и не нашли. От одного турика бегали к другому. GPS не работал. По карте вроде бы вот там, где надо, находимся, а нету. Находились, набегались и ноги приволокли в лагерь. Завтра берем с утра снаряжение, лезем в большой бузлук, а дальше посмотрим. И наступил день третий. Опять ночью лошади приходили. Всю ночь не давали спать. Я не знаю, что им надо было. Скакали табуном целым, штук на 50. Туда-сюда, туда-сюда. Выбрали мы место лошадиное. Сейчас немножко очухаемся после весело проведенной ночи. По-ковбойски ночь провели с лошадьми. И сейчас пойдем тоже поскачем куда-нибудь. На пещеру, наверное. День третий. Неудачный. Встали, позавтракали, собрали снаряжение и рванули уже на бузлук. Пошли где-то километр, и началась гроза. Гроза обширная, там закрыто все вокруг бузлука. Километров, наверное, на 5 в радиусе. Шансов, что она быстро окончится, нет. Поэтому повернули в сторону, ушли от грозы. И вот собираемся двигаться домой. Ну, да, немножко расстроились, с одной стороны. 3 дня потрачено на заброску, на пешие переходы. И вот в конце такой вот облом. Будем собираться в следующий раз. Сейчас надо домой добраться, главное.
А так Караби в этот раз с нами прощается.